Всем привет! Сегодня приготовим пирожки с творогом. Румяные, воздушные и очень вкусные. Начинка всегда остается на своем месте, а готовятся они из самых обычных продуктов. Сначала приготовим тесто для пирожков. В миску наливаем 250 мл теплого молока. Насыпаем пол чайной ложки соли, 100 г сахара и 5 г ванильного сахара. Крошим 20 г прессованных дрожжей, их можно заменить сухими. Сухих дрожжей понадобится 7 грамм. Все перемешиваем венчиком, чтобы растворились сахар, соль и дрожжи. Сюда же разбиваем 2 яйца. Опять все перемешиваем. В тесто добавляем муку в несколько подходов. Муку просеиваем через сито. Сначала тесто замешиваем венчиком, а потом руками. Мне для замеса этого теста понадобилось 550 грамм муки. Вымешиваем тесто примерно 3-5 минут. Тесто должно получиться мягким и слегка липнущим к рукам. Спустя 5 минут в тесто добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла. Снова вымешиваем тесто еще примерно 3 минуты. В конце замеса добавляем 1-2 столовых ложки растительного масла. Немного перемешиваем. Масло должно немного смазать миску и остаться на поверхности теста. Скатываем тесто в шар. Миску накрываем крышкой и оставляем тесто подходить примерно на час-полтора. Оно должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза. Я поставила тесто в слегка теплую духовку. Немного ее разогрела, выключила и оставила включенной только лампочку. Пока подходит тесто, займемся приготовлением начинки. В миску кладем 400 грамм творога. Я использую домашний жирный творог. Измельчаем его погружным блендером. Также творог можно перетереть через сито. Сюда же в творог добавляем белок от 1 яйца. Желток оставляем для обмазки пирожков сверху. Все перемешиваем. Насыпаем 80 грамм сахара, это 4 столовых ложки, 5 грамм ванильного сахара, 1 столовую ложку манки и 2 столовых ложки муки. Все перемешиваем. Количество муки зависит от влажности творога. Если творог очень влажный, то можно добавить еще 1 столовую ложку муки. Оставляем начинку на 10-15 минут, чтобы набухла манка. Получается прекрасная начинка для пирожков. Она практически всегда остается в пирожке и не вытекает наружу. Тесто подошло. Вынимаем его на стол, немного присыпанный мукой. Разделяем тесто на 2 примерно одинаковые части. Из каждой части формируем колбаску и разделяем ее на 8 примерно одинаковых кусочков. Каждый кусочек теста подминаем и скатываем его в шар. Таким методом подготавливаем все кусочки теста. Получившиеся заготовки из теста накрываем полотенцем, чтобы они не заветривались. Берем один шарик и раскатываем его в круг. Посередине кладем примерно 1 столовую ложку творожной начинки. Края теста хорошо защипываем и придаем пирожку красивую форму. Противень смазываем растительным маслом. На него выкладываем все пирожки. Из этого количества теста и начинки у меня получилось 16 пирожков.
Пирожки накрываем полотенцем и оставляем подходить примерно на 15 минут. Берем один желток, который остался от начинки, и добавляем к нему 1 столовую ложку молока. Все перемешиваем. Прошло 15 минут, пирожки подошли. Смазываем их сверху подготовленным желтком. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 20 минут. Ориентируйтесь по готовности пирожков. Блюдо готово. Пирожки с творогом получились очень вкусными и мягкими. Творожная начинка прекрасно держится в пирожке и не вытекает. Также из этого теста можно приготовить пирожки с любой другой начинкой. Если вам понравились такие пирожки в духовке, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.